Ну вот мы у нашего первого хоста в поселке с названием Сан-Пере. Это в километрах в 30 от Барселоны. Мы живем в уникальном доме. Вот я буду показывать, а вы попытайтесь понять, чем он уникальный, точнее, почему. Итак, широкая прихожая и сразу наша комната. Ну, небольшая, шкаф, кровать, стол, окно. Напротив наша ванна, туалет. Тоже, смотрите, такая большая, без порожков. Дальше. И общая комната. Здесь кухонный стол. Смотрите, без ножек. Стол крепится к потолку. Здесь зона кухни. Вся посуда внизу. Вверху ничего нет. Широкие окна. Раздвижная дверь. Камин. И еще одна комната, это комната хозяйки. Туда я уже заходить не буду. Ну что ж, попросили спилить вот это дерево. С виду так издалека казалось очень красивым, а на самом деле действительно сухое. Так, ну это даже проще, чем я себе думал. Я думал, что надо будет пилить. Солнце в глаза. Пришла такая мысль только что, ну, я вот раньше вот такой вот штукой деревья никогда не обрезал. И вот только благодаря этому путешествию, то, что я волонтерю, ой, неудобно, в разных местах, у меня какой-то новый опыт появляется. Ну и что, это реально интересно, почикать дерево. Как тут подступиться? Фух. Это дело не такое уж простое, когда доходит до крупных веток. Да, Антон? Ага. Так, все ветки посрезали, попилили, поубирали. И уже начал вкапываться в корни. То есть самый интересный этап начался. Узнать, что у него там внутри. Да. Ага. Видали? Перерубил пару корней, и процесс пошел. Это я его так сломаю.
Фу. Фу. Там еще кольцо, шланг одет. Я боюсь, что его порву. А в эту сторону тяжело. Там еще надо что-то перебить. Так, лежит. Уже лежит. Вот так, уже хрустит. Корни рвутся сами. Я вижу, что они рвутся. Все. Все. Ответственно заявляю, что все. Ой. Да. Все, только тут все. Фу. Легко. Легкотня. Сегодня работа не такая интересная, как вчера. И тяжелее. Снимать слой земли с одного места на участке и закинуть на новую грядку. Но сегодня у нас есть бонус. Прямо с дерева, точнее с земли. Шикарнейший. Вкусный, сладкий, красный гранат. Хозяйке не очень нравится. Сказала, ешьте. Я недооценил Антона. Он снимает с меня столько работы. Я уже больше себя не чувствую рабом на руднике. Проредили вот это хорошее гранатовое дерево, с которого мы гранаты едим. А теперь Антон обрезает лишние заросли, которые наросли от соседей. Вот деревце с очень вкусными необычными плодами. Красные, размером с черешню, мягкие, такие на ощупь ворсистые. А ну пробуй. Вкусно? Вот у меня подсохло уже. Она не такая сочная, но кислинки нету, сладкие. Вкус очень необычный. Если это называют типа древесная клубника, ну клубника это очень отдаленно. Очень такой необычный, оригинальный вкус. Первый дождик за 2 недели в Испании.
Я вышел из дома, чтобы ехать в Барселону. И мне нужно дойти до остановки. Она в соседнем поселке. Автобус через 15 минут уходит, поэтому сейчас подбегу слегка. А вот и мой автобус. Вот когда такая узкая тропинка и без перепадов высот, это вообще отвал башки. Самое мое любимое. Не прохожу мимо своей любимой ягоды. Камни. Сплошные камни. Тяжело. Тяжело. Так как тут бежать? Это капец. Фух. Мы живем прямо в поселке. Улица.
домики. Более симпатичные, менее симпатичные. И я вышел развеяться. Съезжу на автобусе в городок, где ЖД-станция, в магазин. Просто хлеба куплю. До ЖД-станции надо на автобусе ехать. Есть остановка тут в нашем поселке. Но с этой остановки не действует мой проездной. Уже получается 4-я зона, а у меня проездной куплен на 3 зоны. Поэтому я иду 12 минут в соседнее село и оттуда уже еду. А оказалось, это недалеко. Просто прогуляться — одно удовольствие. Сегодня какие-то облака. Солнца нету. Ну вот во Флиске вообще замечательно, не холодно совсем. Какое сегодня число? 12 декабря. 3 евро стоит проезд в нашем автобусике от нашего поселка на ЖД-станцию. И мне не приходится каждый раз платить, потому что в первые дни в Испании мы купили проездные для поездок в Барселону. И очень окупилось классно, я считаю. Наш поселок и горы за ним. Но до гор все-таки далековато. 2 километра. А вот уже и соседний городишко. Тут есть поликлиника, супермаркеты. Вообще язык не поворачивается называть это селом, потому что все ухожено. Отличные дома, машины. Куча машин. Тебя пропускают везде, на всех перекрестках. Хорошие дороги, хорошие тротуары. Вообще, это не село. А что? По-испански называется Пуэбло. Центр поселка. Я, как обычно, нарушаю. Что тут? Банки, магазины. Попробовал покупать фрукты и овощи в фермерском магазине. Ну, в смысле, как пробовал? Зашел, посмотрел на цены. Вот этот магазинчик. Дороже, чем в супермаркете, и по качеству не лучше. Непонятно зачем. Ну, это для бабушек хорошо, им далеко ехать не надо в супермаркет, который в соседнем городишке. А вот и моя остановка. Автобус прибывает четко по расписанию. Правда, в субботу он ходит только до обеда, а в воскресенье вообще не ходит. И поэтому тут развит автостоп. Ну, может быть, не только поэтому, просто здесь много путешественников живет. Ну, типа как я живу. Я уже много раз ездил автостопом, особенно в вечернее время, в темноте. Ну вот, автобус приехал на ЖД-станцию в городок Линарс-дель-Вайес. Ну, на ЖД-станцию мне сегодня не надо. Я иду в супермаркет Диа. Там однажды я застал плотный хлеб. А то французские булки эти достали уже. Ну, вот такой приятный городишко. Вот эта стоянка, вот интересно, это раньше река была или так запланировано? Купил плотную булку. Ну, значит, все, теперь домой. Если бы не купил, я бы еще пошел в супермаркет Меркадона.
А вот что-то оригинальное. Типа как церковь, монастырь. А что это там? Крыша башни. Нету ее. Телефон с собой не взял. Поэтому не знаю, через сколько будет автобус назад в наше село. Жду на остановке. С хозяйкой у нас уговор, что я сам покупаю продукты, и потом она по чекам возвращает деньги. Вот сейчас приду домой, посчитаю общую сумму и вам скажу. Этот комментарий я записываю из будущего. Сейчас февраль. Я вспоминаю, как мы жили у нашего хоста, самого первого хоста в Испании, у Патрисии. Нашу хозяйку зовут Патрисия. Она передвигается на инвалидном кресле. У нее проблемы с ногами и немного с руками также. Но она полностью сама себя обслуживает, готовит сама себе еду и ездит на машине. Свой дом она проектировала под себя сама. Приятная женщина. Мне было интересно рассказывать ей, как я съездил на танцы, с кем я там потанцевал, как мы с Антоном сходили в горы, погуляли. Поначалу угощал ее нашей едой, супом, тушеными овощами, оладушками. Но потом она как-то уехала на 4 дня в Барселону, и я вспомнил, насколько классно жить одному без посторонних. Да еще к тому же работа как-то мне наскучила, которую она мне давала. Что-то надо было копать, красить. Вначале было интересно выкрашивать дерево, а потом как-то не очень. Вот. И мы с Антоном немного заскучали. Не хватало возможности выйти за порог и оказаться в лесу, где-то на природе. Мы в середине поселка живем. И до гор 2 километра идти по широкой пыльной дороге. У нас после работы остается 2-3 часа светлого времени. И с Антоном очень тяжело туда куда-то далеко идти. Потому что там в горах уже сразу камни начинаются. Ему тяжело вверх, особенно вниз по камням идти. Это заняло бы у нас очень много сил и времени. Так что я установил ему World of Tanks. И он с удовольствием играет в новую игру. Рубится в онлайне с другими игроками. А я езжу на танцы по средам. Я там заплатил за одно занятие, но хожу еще на 2 дополнительно. Ну, потому что я хороший партнер. Я думал, что как-то по уровню, может быть, будет намного лучше, намного интереснее, чем у нас в Киеве. Но похоже, что нет. Мне даже кажется, что в Киеве наши занятия были более интенсивные, более интересные. Больше новых фигур нам давали. А тут я, получается, хожу на 3 группы разного уровня, и мы плюс-минус одно и то же учим на всех. С одной стороны, это хорошо, у меня много практики, и я успеваю запомнить все эти движения и фигуры. Но с другой стороны, скучновато. Но на самой старшей группе, там, конечно, партнеры и партнерши прикольные, классные. Интересно с ними танцевать, с партнершами. На пару вечеринок сходил, тоже потанцевал. Ну, тоже разные партнерши совершенно. Есть офигенно классные, а есть, ну, вообще нулячие. Это уже наш второй хост. Первый был в Польше, сейчас в Испании. И все-таки я так плохо знаю язык, что мне очень тяжело общаться с хозяевами. Ну, просто на какие-то бытовые темы. Что-то рассказать о себе, спросить там, как у них дела. Ну, что поделаешь, как есть. Но все-таки это сковывает и обедняет этот опыт, который мог бы быть. Я думаю, что вам может быть интересно, сколько денег мы тратим вот так вот, путешествуя автостопом и волонтеря через Workaway.
Мы прожили 3 недели у нашего первого хоста в Испании. Ничего не потратили на продукты, но мы с хозяйкой изначально договорились, что я сам покупаю еду, приношу ей чек, и она возвращает мне деньги. Благодаря этому я знаю, сколько мы потратили денег. Получилось 215 евро за 3 недели на двоих. 10 евро в день – это примерно столько же, сколько мы тратили, когда ездили автостопом. Тут мы себе ни в чем не отказывали. Наша обычная еда, овощные супы, тушеные овощи, салаты, картошка, оладушки, йогурты. Немного покупал себе сладкого, печенье, шоколад. Главная статья расходов здесь – это проездные. На 2 проездных мы потратили 85 евро. Это метро, поезд и автобус. И я считаю, очень окупилось, особенно для меня. Я часто ездил в Барселону на танцы, но даже и для Антона. Даже вот здесь вот автобус, который довозит нас до ЖД-станции, мы использовали проездные. Еще одна статья расходов – это танцы. Я потратил 61 евро. Я оплатил занятия в школе танцев в Барселоне и также оплачивал вечеринки танцевальные. И вообще ездить на танцы и танцевать – это самое интересное, что со мной происходило за эти 3 недели. Также нам нужно было сделать Антону анализ крови, у него проблемы со щитовидкой, он недавно начал принимать гормоны, и мы потратили 37,5 евро, чтобы сделать анализ крови в частной лаборатории. Мы покидаем Сан-Пере. Антона угостили конфетами на прощание. Сегодня самый сильный дождь, но нам удалось выгадать минутку, когда его нету. И мы дойдем до остановки автобуса, не промокнув.